Пришла весна, становится все теплее и теплее, барахолочки оживают после зимней спячки. О, какой красивый лось из белоснежного фарфора! Это Ломоносов, ЛФЗ, а слева чудесный вазон от Розенталь. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Давайте вместе прогуляемся по весенней барахолочке в Варшаве и поищем сокровища. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. На этом столе есть за что зацепиться взгляду. Давайте рассмотрим поближе эти изысканные мока-пары. Тончайший фарфор и ручная роспись. Расписаны эти мока-пары в Дрездене, стиль узнаваем. Когда-то, с середины XIX до середины XX века, в Дрездене существовало более 200 художественных мастерских. Самая известная из них – это художественная мастерская Хелены Вольфсон. Мы рассказываем о ней в одном из наших видео. А рядышком кобальтовые мока-пары, богато декорированные золотом. Замысловатая ручка напоминает ключик. Клеймо фабрики Ильменау из Тюрингии. У Йоанны, как всегда, красота. Просто невозможно оторваться. Здесь и Линднер, и Розенталь Мольер, и Томас. Томас, давай, где ты? О, фокусировался. А это что такое розовое? Эпиак. Чехословакия. Объединение Эпиак. Многие фабрики входили в это объединение и ставили просто марку Эпиак. Красотища. Вот это редкость для нашей местности. Это саргюмен. И причем это трио, что встречается крайне редко. Вот это Винтерлинг. Винтерлинг. 250 злотых. Мольер. Мольер, Розенталь Мольер. Один из самых их любимых, всеми почитаемых и декоров, и фасонов, то есть форм. Мольер. А вот здесь в самом центре стола подходить ближе не будем и руками поднимать не будем. Здесь самые красоты. Вот там и Дрезден, и вот это, ой, какая безусловно чудесная филижаночка, чашечка на ножке, как рюмочка. Вот это Майсен. И вот дальше, конечно, Майсен. Принцесса, царевна-лягушка. Это Розенталь. Такую статуэтку делали в разных ипостасях. Роскошный вазон с ручками, богато украшенный золотом, ручная роспись. Это Дрезден. А вот здесь. Так, Монблан, это отметились в телевизионной программе «Овцы скарбов», охотники за сокровищами. А вот этот белый такой красивый сервиз, это Вена явно. Да, это Вена, Аugартен. Однако
При всем его изяществе фарфор Аугартен не сравнится с фарфором Старой Вены, которым мы восхищались в Италии. Наше видео с ярмарки в Парме найдете в описании. У Иоанны, конечно, тут от стола просто очень трудно оторваться. Столько красоты. Вот эти с золотом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 маленьких кофейных чашек. Это Линднер. Золотое нутро, кобальт. Просто невероятная роскошь. А вот французский чайничек 1860-1880 годы. Старый Париж. Старый Париж – это собирательное название большого количества фарфоровых изделий, произведенных в период с середины XIX века по 1870-90-е годы более чем 30 различными французскими фарфоровыми мануфактурами, которые существовали в Париже еще с середины XVIII века. По оценкам экспертов, около 70% французского фарфора, произведенного в ту эпоху, не имеет идентификационных знаков. Наткнулись на еще один стол с роскошным фарфором. Здесь и тиловец. Посмотрите, какая роскошь. За этим охотятся коллекционеры. О, а это Зарау, форма кавалер, декор, форзиция. Кстати, у нас есть такое трио, мы показываем его в нашем видео, а еще рассказываем об истории этой легендарной фабрики, фарфор которой так любим коллекционерами. Наше видео найдете по ссылочке в описании. Обязательно посмотрите. Там, где выставляется роскошный фарфор, обязательно будет Майсон. Вот это величественная Б-форма, трио в кобальте. А здесь цветочный декор, тоже трио. Это чайная пара в ручной росписи без клейма, скорее всего, Силезия. Полюбуемся на эти чудесные трио. А вот там вдалеке, там же целый сервиз от Майсон. Сервиз тет-а-тет. И посмотрите, какой очаровательный носик у чайника. Такой носик – это, конечно, отсылка к ранним моделям Майсона. Сервиз роскошен. Tak, w tym Batumi rosła. To oni to nazywa się. Róża Batumi. 6 штук маленьких. Chińska róża. I to produkowane Вот. stare było. Ну, примерно, наверное, 15 сантиметров. 907 do Чуть 20. больше. И одна большая тарелка. Oni Rozentalki. wtedy tak sygnowali, aby tylko jedną rzecz, nie bili, bo teraz to maszyna jest. Komputer. На этом столе всегда много интересного фарфора. А вот пани заинтересовалась чайными парами с лепными цветами. Это, кстати, современная Азия. Jest to nie, bo to a chleb. A Większe, nawet fajne, no. Jaka cena jest tego? 150. Пани спросила цену на ту чайную пару с лепными цветами. 150 злотых. Это 35 евро. И почти сразу же ее купила. А мы полюбовались на это великолепие, пообщались с продавцом и не удержались, тоже кое-что приобрели. А что именно? Пока секрет. Следите за распаковками. Обязательно покажем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Кто просил показывать картины? Вот, пожалуйста. Картины на барахолке тоже бывают. Конечно, самые ценные картины покупают сразу же, но всегда можно найти что-то оригинальное.
Кто-то Людмила Гурченко, что ли? Шутка. Огромный такой вазон. Musiałem mu zafundować, wiesz. Кайзер. На крышке грифон. Или это кто это там сидит такой? Лев, не лев. Да, вот там целый сервис Ваймар. Ну-ка, подойдем сейчас поближе, посмотрим. И вот давайте поближе рассмотрим этот великолепный сервиз от Ваймар. Там, кстати, внутри в чашечках ручная роспись, цветы. А форма называется Катарина в честь императрицы Екатерины II. Рядышком красуется Майсон. Куда же без Майсона? Но вернемся к Ваймару. Мы повсюду ищем, разыскиваем эту знаменитую форму Катарина, и крайне редко она встречается, а тут целый сервиз. Но цена. Однако нам все же удалось приобрести вот такое роскошное трио форма Катарина Ваймар. Следите за распаковками, обязательно покажем. Полюбовались на Ваймар, на Мейсон. Пойдем дальше. Много интересных предметов интерьера. Такие цветочники на кашпо, тазики, кувшины огромные, интересные. Кстати, активно покупаю. Интересная мебель и вот такие лампы в стиле Тиффани. Подойдем поближе. Графин. Кофемолка. Miniaturkę. Симпатичный маленький комодик с маркетри. Что он тут открывается? О, пожалуйста, открывается. Вот здесь что-то хранить, а сюда поставить что-то красивое, например, чашечки мока или трио. Вот там маленький такой сервизик кукольный стоит. А вот здесь лампы такие витражные в стиле Тиффани. Интересные кресла, лампы. Посуда, фигурки, маленькие чашечки мока, кофейные. Смотрим. Подойдем поближе. Большое блюдо конфетницы с ручками. Там посмотрим. О, это... Ну, давай, фокусируйся. Это Август Швайк. Кстати, мы рассказывали об этой известной коллекционерами мануфактуре. Ссылочку на наше видео найдете в комментарии. Ну давай же, фокусируйся. Вот так хорошо. Красивые вышивки. Вернее, это вешалки с вышивками. Симпатичные. Какие они тут? С одной стороны только симпатично, но тоже есть любители. Подойдем поближе. О, какой интересный. Интересная полочка. Так, the classic car of the 50s.
классические автомобили 50-х. Интересно, откуда это такая коллекционная полка. Вот здесь чайники, это скорее чайничек, это скорее фаянс, это Англия, точно Англия. Вот какая-то чашечка, что-то она тут прям еле-еле стоит. Вот так хорошо видно. И белая Мария Розенталь. Куда же без них? Симпатичный такой столик. Сюда можно что-то поставить. К примеру, вот так вот поставить и любоваться. А еще сюда можно поставить лампу. Но мы сейчас не будем далеко ходить за этими лампами и тянуться, потому что все очень красиво расставлено. И не будем нарушать этот красивый интерьер. Этот красивый порядок на столе. Вот Розенталь, маленькая тарелочка под кости. Как она тут выглядит. Вот, белая Мария Розенталь. Он тоже Розенталь. А вот тут рядышком уже ездят машины. Кобальт, хризантемка. Очень приятная форма для чаепития. И это старое клеймо Хоченройтер. Вот такие симпатичные цветы. Хризантемки или астры. Что это такое? Астры, хризантемы. Снова Розенталь. Форма Мария. Ну и здесь уже фиалочки, анютины глазки. И вот царство английского фарфора, фаянса. Отлично. А мы идем дальше. Посмотрим, что еще интересного мы увидим и найдем. Оставайтесь с нами. У этого пана всегда огромный выбор хрустальных бокалов. Роскошные, красивые, есть и по 6 бокалов, комплекты, но и очень много по одному, и коллекционеры очень охотно их покупают. А нас заинтересовала вот эта бонбоньерка. Изящная, ажурная, сразу видно, что это первая половина 20 века. Посмотрим ее поближе. И это Розенталь. Изящные ножки, как листья акантуса, оторочены золотом. И, конечно, восхищение вызывает эта ажурная крышка. Пока мы думали, ее купили, несмотря на немаленькую цену. Ну, цікаво. Был фужер красивый, но, видимо, сломался при производстве. Вот зашлифовали и вуаля! Получилась такая красивая баночка на конфеты, например. Janusz mnie w końcu zaczepił. No ode mnie brał numer telefonu. Tak, to ja specjalnie, wie pan, wziąłem od niego ten ogląd. Видимо, Иван Яковлевич Урлау. Оптик, 27-я морская, 27, Санкт-Петербург. Набор офтальмолога. Цилиндрическая, двояко вогнутые.
Двояко выпуклые линзы. Mariuszku, nie wiem czy jak kupił, ale nie możesz być Очень интересно. Вот такой даже tak... можно A tam встретить. pazerny. Nie, to nie Krasota. można tak nazwać, bo nigdy... Просто to nie поражает porządne история. określenie. Ну вот и здесь наша любимая Алечка. Алика Кунст. Такую модельку мы называем принцесска. И здесь даже с оригинальной наклейкой фирменной. Красотища. Собачка, песик от Гёбель явно. Поднимать не будем, очень большие. А вот петушки. Петя, Петя, петушок. Как гутики. По-местному. И белка. Белка песенки поет, да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки золотые, как там у Пушкина. Czasami ja się zastanawiam, że to bardzo dużo, Еще раз полюбуемся на эту сказочную белку ale może koszty produkcji czy coś. и пойдем дальше. Ух, какой, однако, динозавр. Как он тут охраняет коробки. Красавец. Хорошо расположился. А мы все-таки пойдем попробуем что-нибудь в этих коробках найти. Может, он тут сокровища охраняет. А это что? Это такой громадный для парфюмов, что ли, флакон? Ой, его даже не поднять. Да, он полный. Ну вот красота. Поставить и так использовать. Ну, это, конечно, скорее всего, для магазина, для рекламы. А вот это огромная ваза. Это Португалия. Что это такое? Интересное такое, как на ткани какая-то металлическая накладка. Довольно красиво выглядит. И вот уже первая добыча. Потом развернем. И вот попалась интересная такая статуэтка. Мишки. И сюрприз. Коллекционный. Это Avon. Но вот тут вот потери на розочке. А так достаточно интересная штучка. Идем дальше. Вот у нас тут Джоген Мит Моцарт. Бегаем с Моцартом. Или под музыку Моцарта. Кому уж как нравится. А мы идем дальше. А вот еще одно царство картонов или коробок картонных. Банановок. Картонок. Ящиков из-под бананов. Вот здесь такая вышитая картина интересная. Еще картина с подписью художника. И что здесь можно найти? Вот так много кружек. Кружки для пива. Ну-ка, что тут? Тынь, тынь. Замочек какой-то, замок. Люцерн. Ух ты, так это в Эдельвейсах. Люцерн. Швейцария. Давай, фокусируй. О, фокус есть. Люцерн. Кружки, кружки. Вот какие-то пупсы современные. Огромная банка.
Наверное, для охлаждения шампанского. Tupus orbis terrarum. Что это значит там по-латински? Вот тоже корзинка для бутылки, переноска. Ну, а вот какие симпатичные, современные. И к ним же такие блюдца, чашечки. Это, видимо, был подсвечник «Мальчик без руки». Это, скорее всего, парная фигурка. Это начало 20 века, Германия. Вот так вот. Точно фокусируется? Потому что камера живет своей жизнью. Хочет фокусирует, хочет нет. Интересные такие верхушки, крышки. Вот курица. А вот это вот голубь. И голубь, кстати, это фигурка. Какой-то барельеф. Тарелки, тарелки. Корзинка. Ух ты, интересная бонбоньера. С розочкой наверху. Но она не разрисованная. Сейчас посмотрим. Есть ли клеймо? И клеймо есть. Это баварская марка Ройч. Вот так хорошо видно. Возвращаем крышку на место, чтобы не потерялась. Вот такая лампа. Керосиновая. Ну, наверное, современная стилизация. Вот какая-то птичка. Птичка невеличка. Виноградик. Тоже. Нет, не стеклянный, пластиковый. И пробка для графина. От графина. И так говорят. Можно найти всякие вазочки. Вот это, кстати, ваза. Это заготовка. Здесь должна быть разрисовка, но ничего не нарисовали. Вот так она пошла в мир. Не разрисованная. Корзинка. Это вазоник. Роял КПМ, Керафина, Бавария. Вот так. Что ж ты не фокусируешь все время? Давай. Часы. Вот еще такой небольшой набор интересный. Какой-то чайник без крышки. Вот еще один чайничек. Тоже без крышки. Даже такая люстра. Шик, блеск, красота. Посмотрим какие-то тарелки с надписью на французском языке. Кто у нас силен в французском и прочитает. Депозе. Для французского рынка. Огромный подносик. Что-то снова. О, это просто кто-то рисовал. Любительская роспись. Ха-ха, какой прикольный. В виде слона. Касса. Касса по-испански дом. Современный. Современный. Но без крышки. Или, по крайней мере, ее надо где-то искать. Вот. Слоник пока машет нам хоботом. Мы ему тоже помашем. Пока-пока, слоник. Это какая-то сахарница или что это такое? Маленькая жардиньерка. А вот чайник. Чайник. Может быть, даже старинный. Но это не точно.
И вот такая красивая, роскошная, можно сказать, тарелка. Сбор винограда. Очень модная тема. Бавария. Ух ты, уже без головы. Здесь же можно всякие встретить вилочки, ложки. Вот еще Зитцендорф, но без головы. Много-много картонов, много ящиков. Ну, а мы пойдем дальше искать сокровища. Оставайтесь с нами. Що ти раму нашла? 50 злотих, Дав там хорошо. Вже вона має йти. На 120 там за 200. А, порвался, там где-то 3. Маракасы? Или как это правильно называется? Интересные штучки. Распогодилось. Вышло яркое солнышко. И вот как заблистало цветное стекло. Очень красиво. Вот такая банка-бисквитница для печенья в стиле ар-деко. А вот здесь огромное количество стекла. Вот смотрят туда. Dobra, gdzie on jest? Wiesz co, tam takie całe relacje. Очень много. Здесь же и картины. Вот такие роскошные просто штучки. Рыбы. Сфоткаемся, скажем, не знаю. Рыбы Прикольно все. посребрения. Германия. Это просто пробка, а вот это здесь можно даже наливать. Просто очаровательные рыбы. Если кто собирает пробки, очень-очень хороший вариант. Очень рекомендуем. Увидели это чудо и замерли. Это же Херанд. Но одного стебелька на клубничке не хватает. Ажурная бонбоньерка – большая редкость. Кстати, у нас есть видео из магазина Херанд в Татрах. Ссылочку найдете в описании. Обязательно посмотрите, там много красоты от Херанд. Чайные пары и трио, кофейные пары с золотым нутром и без, выбор большой.
И впереди нас ждет много интересных барахолок и распаковок. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить красоту. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся! Absolutnie.